Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, к новостям, которые у нас сейчас есть. Значит так, смотрите. Одна неприятная. Иран. Иранцы готовят к передаче на Россию пусковых установок для ракет малой дальности до 120 километров. Но это что-то типа точки У. То, что было у рашистов. Такого же плана ракета. Называется ФАТХ-360, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно говоря, такую установку хотят передать, такие установки хотят передать на Россию иранцы, а ракету уже передали ранее, еще в 2024 году передали. Да, то есть, ну, не знаю, получится, не получится, но, во всяком случае, разведки об этом сигнализируют, и как, скажем так, может быть, эти ракеты будут частью более широких переговоров. Возможно, иранцы подняли специально этот вопрос для того, чтобы как-то набить себе козырей в переговорах с США по ядерному оружию и так далее, и так далее. То есть тут все возможно. Но для нас это, конечно, будет плохо, если они передадут такие ракеты. Нам это не надо. Второй момент – это вот это вот предложение 30-дневного перемирия. Вот это интересно наиболее. Значит, что есть на настоящий момент? Есть согласие Украины. Предложение состоит из 22 пунктов. Украина на эти 22 пункта согласилась. ЕС согласен. Ну, посмотрим. Посмотрим, передадут его сейчас на Россию. И, собственно говоря, посмотрим, что они запоют. Пока что я не вижу там какого-то пламенного желания в болотах это дело все утвердить. Что говорят, что произойдет, если они откажутся? Прежде всего будут новые санкции, содержание которых пока что не разглашается. А Штаты и Великобритания, как минимум, да, в общем-то, и Германия тоже, уже заявили о том, что они повысят военную помощь Украине. Вот так. Да, я уверен, и Франция тоже, и Польша, и так далее. Сегодня, я же говорю, были и Стармер, и Туск, и Мерц, и Макрон, все были в Киеве. Вот, может, они и сейчас здесь, я не знаю, не суть важно. Услышали мы заверения, как говорится, в полной поддержке. Как раз они прилетали по поводу вот этого вот возможного перемирия. Келлог, советник Трампа, тоже заявил, что будет перемирие. Ну, откуда у него такая уверенность, я не знаю. Я, например, пока что даю 40 на то, что будет, 60 на то, что не будет. Вот как-то так, мне кажется. Посмотрим. В любом случае, значит, Путину сейчас предстоит тяжелое такое решение. Знаете, у Трампа падает пелена с глаз. Я не знаю, как она у него там могла быть, за счет чего и каким образом. И как вообще можно было испытывать хоть какие-нибудь малейшие сентименты или доверие к кровавому маньяку Путину. Но Трамп пытался везде, да, он действительно хочет мира. Я верю, что Путин хочет мира. Помните эти слова, да? Он же постоянно это говорил. Да, я ему верю, да. Угу. Угу. И сейчас веришь, да? А, уже не веришь? Понятно. Понятно. Когда жирафа доходит, я бы сказал, даже когда этого мне кто-то написал, говорю, да, у жирафа слишком короткая шея. Когда-то был такой динозавр был такой, диплодок, жил в болотах. Так у него шея была метров 20 длиной. Вот такая. Вот у него приблизительно мысли с такой же скоростью от спинного мозга до, скажем, до центра принятия решения доходили, как у Трампа. Вот мне так кажется почему-то, что вот, блин, совсем медленно у чувака это все происходит. Ну ладно, хорошо, хоть раздуплился больше, чем через 100 дней после начала своей каденции. Ну, капец, конечно. Ой, ладно, не будем о грустном. Ну и еще один момент. Сегодня Трамп с помпой объявил о том, что война между Индией и Пакистаном окончена. Все, вроде бы уже замирение пошло. Проходит 4 часа, и добрые дроны из Пакистана, из Индии летят друг другу навстречу. По пути крутят друг другу, значит, у виска, говорят, да нет, туда же лететь надо. Да не, лететь туда надо. Вот. Ну и, короче, полетели там опять друг к другу, небольшие бумы пошли. Но мне все равно кажется, что да, Трамп объявил о том, что вот при помощи Соединенных Штатов Америки достигнут мир между Индией и Пакистаном. Лучше не ляпать языком в таких случаях, потому что потом выглядишь в очередной раз севшим в лужу. Вот. Ну, Трамп, вот у него словесное недержание, ну что тут скажешь, да.
Вот, и в результате он немного присел в лужу, но все равно я тут как бы, ну, солидарен с Трампом в том плане, что никакой большой войны там не будет. Все, что делается между Индией и Пакистаном, это, это больше на внутренний рынок. Вот эта война нужна, чтобы консолидировать общество в своих интересах правительством, раз. Вот, и чтобы сплотить народ возле правительства, вот, кто не с нами, тот против нас, и так далее. Тот за Индию, или тот, ты за Пакистан, гаденыш такой. Ну, вот так. Вот. Большой войны там я лично не ожидаю. У них таких вот... ну, последняя большая война между ними была, когда там Бангладеш получил независимость. Это же был Восточный Пакистан когда-то. 71 год, по-моему. Вот тогда была война довольно суровая, но там на кону стоял Бангладеш. Вот, и пакистанцы пытались удержать Восточный Пакистан, который от них находится в тысячах километров. А индусы, соответственно, тому самому Бангладешу помогали. Вот. Но после этого постоянные перестрелки, вот как сегодня, да, постоянные бумы-бахи на границе с некоторой периодичностью, но чтобы они довели дело до настоящей большой войны, вот не верю вообще. Дальше. Германия сегодня заявила о том, что больше не будет публично публиковать сведения о передаваемом оружии для Украины. Абсолютно правильное решение, потому что Германия с неких пор является нашим основным спонсором в военном плане. И нам, и им абсолютно не надо, чтобы Путин знал, что именно нам передается. Это 100%. Вот. Ну и особенно в преддверии возможной передачи Таурусов, о которых Мерц так много говорил, вот, тоже может быть. Ну и, как говорится, последнее, что, значит, взбудоражило очень многих, особенно в Израиле взбудоражило, значит, газета Jerusalem Post написала о том, что Трамп в Саудовской Аравии, вот он поедет в Саудовскую Аравию на днях, может признать там палестинское государство. Зашибись. Как проводить границу между Израилем и палестинским государством, не знает даже Господь Бог. Никто не знает. Потому что, если вы посмотрите, ну, Газа там просто пляж, а он уже огорожен, уже отделен. Там все просто. А вот Иудея, Самария, там черт ногу сломит. Там через полосица поселений, и вот площадь манюсенькая, но если учесть количество границ, которые там придется налепить возле каждого еврейского или арабского поселка, да, то выйдет такая линия, наверное, длиной с целую Сибирь российскую. Ну, вот как-то так будет, да. То есть там капец полный будет. И эти границы будут, ну, как вам сказать, я не представляю, как это будет выглядеть. Это, по-моему, физически даже невозможно сделать без эвакуации то ли еврейских, то ли арабских сел, как-то вот создание таких анклавов типа Гуш-Эциона. Ну, как-то так, ну, опять-таки, это все из области фантастики. Да, но я же не договорил, он, значит, с утра вот Jerusalem Post пишет о том, что Трамп, возможно, признает палестинское государство, правда, без Хамаса. И тут же, значит, американский посол в Израиле заявляет, что все это, что это враки, что Jerusalem Post надо проверять свои источники и не публиковать всякую, как говорится, утку, да, жареные утки. Вот, ну, правда, опять-таки, зная Трампа, то он сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье, а потом говорит, я вообще что забыл, я этого ничего не говорил, вот вам четвертое, и выдает это за истину, то, в принципе, да, возможно, что он и в какой-то степени будет признавать это палестинское государство. Ну, там вообще капец, и что-то как-то разделить, признать, ну, вообще не... Там это вообще, в принципе, невозможно, и конфликт там до такой степени жесткий, что там ненависть очень серьезная между двумя народами, плюс там не только два народа, там же есть разные народы, там живут не только арабы и евреи, там еще живут бедуины, там живут друзы, армяне. Короче, там капец полный. Как это все поделить, разделить, ну, не представляю. Так что, да, нас ждут очень интересные деньги и в этом плане тоже.